Друзья, всем привет! Сегодняшний выпуск про одну из лучших, а может быть даже и лучшую мото-авто-кофеварку эспрессо. Я расскажу, как ей пользоваться, расскажу, почему я пришел к такому выводу, что на это меня подтолкнуло. Поэтому подписывайтесь прямо сейчас на канал, не забывайте поставить палец вверх и поехали. Итак, это второй выпуск про кофеварку Otin. Это компактная кофеварка для приготовления кофе эспрессо не только. И первый выпуск я снимал спонтанно, находясь в мотопутешествии, решил снять, поделиться с вами своими первыми впечатлениями. А вот сейчас я снимаю выпуск уже осознанно, специально в автомобиле, потому что считаю, что это один из лучших вариантов, компактный, кофеварки, которую удобно использовать в автомобиле, ну и при путешествии, как вы понимаете, на мотоцикле. Давайте сначала расскажу, как правильно ей пользоваться, из чего она состоит. Сама кофеварка состоит из вот этой части, куда вставляется либо капсула, либо корзиночка с молотым кофе. И верхней емкости, в которую заливается либо уже горячая вода, либо холодная, и вода в ней подогревается. Это, кстати, принципиальное отличие конкретной модели кофеварки от всех других таких кофеварок, которые мобильные, маленькие, что здесь можно воду нагревать с нуля, то есть буквально взять холодную воду, нагреть до той температуры, которая необходима для заваривания кофе, то есть 92-95 градусов. Давайте поставим с вами завариваться кофе, и я буду дальше рассказывать, потому что нужно время, чтобы вода нагрелась. Значит, здесь одна единственная кнопка. Как она работает? У нее несколько функций. Первая функция — это на короткое нажатие, она показывает заряд. Видите, у меня здесь одна точечка осталась, то есть на последнем заряде буквально. Если нажимаем два раза, кофеварка как бы начинает варить кофе. Короткое нажатие все это дело выключает, но сейчас там ни воды, ни кофе, поэтому это просто я показал, как это работает. Нажать и подержать будет, собственно говоря, нагреваться вода, и когда нагреется, кофеварка автоматически приготовит кофе. Значит, что необходимо для того, чтобы заваривать кофе? И не только что необходимо, еще скажу, что не просто так буду сейчас заваривать кофе. Считаю, что это именно подходящий вариант для использования его в автомобиле и в мотопутешествии. Я буду заваривать кофе с капсулы. Капсула сюда подходит стандарта Неспрессо, но любая. Вот, допустим, есть капсула вот с такой вот бумажной оболочкой, биоразлагаемая специально. Есть классическая оригинальная капсула Неспрессо. Давайте поставим классическую капсулу Неспрессо. Просто нужно ее вставить, слегка пальцами зажать и закрутить вот эту часть. Все. Собственно говоря, больше ничего не нужно. Это и стаканчик, и крышка. Он не очень чистый, потому что я постоянно пользуюсь. Видите, все руки у меня в кофе. И там остатки небольшой кофе есть. И крышка, и чашка, и позволяет, держать в чистоте саму кофеварку и с чем она соприкасается. Емкость для воды вмещается сюда максимальное количество 80 миллилитров воды, хотя ограничение стоит на 70, но после этого еще есть небольшое пространство. То есть 80 миллилитров вы можете приготовить примерно 75 миллилитров напитка. Но для тех, кто, возможно, попал на канал случайно впервые и вообще занимается, допустим, не интересуется кофейной темой, а просто кликнул потому, что интересуется автомобильной темой, эспрессо стандартная порция — это 20-25 миллилитров. То есть 80 — это много. Но многие люди не понимают, как вообще можно пить вот такую маленькую чашку кофе. Поэтому чаще всего меня просят заварить больше, чем 25 миллилитров. Я поэтому завариваю сейчас, буду наливать 50 миллилитров, на выходе получу 45 миллилитров. Такой напиток правильно называется эспрессо лонго. Беру обычную воду. Кстати, вода достаточно холодная, даже чувствую рукой, потому что сейчас на улице минус 2 градуса. А вода находилась в автомобиле, на котором я проехал небольшое расстояние. То есть не успела нагреться еще вода, она прохладная. Заливаю воду, закрываю крышку, нажимаю на кнопку «Удерживаю», после звукового сигнала вода начнет греться. В принципе, все. Ну и посмотрим заодно, хватит ли мне заряда вот одной точки на такую порцию кофе. Хочу показать вам другую компактную кофеварку, которая была у меня на канале после одного интересного комментария. Человек написал следующий комментарий под предыдущим выпуском про эту кофеварку, что все эти компактные кофеварки — это одноразовая штука. Взял, попользовался, а потом просто валяется в шкафчике. У меня есть вот такая кофеварка, называется Вакака Нанопресса, и есть Вакака Пикопресса. И действительно, этой кофеваркой я пользуюсь редко. Здесь есть комплект, сейчас стоит комплект для капсульного кофе, но можно также поставить комплект для заваривания просто молотого кофе.
Пользуюсь редко по причине того, что эту кофеварку можно использовать только с наличием горячей воды. Ее удобно брать с собой в командировку, если ты там останавливаешься где-нибудь в отеле, потому что она легче, меньше весит, она меньше по размеру. И в отеле всегда есть, как правило, чайник, можно подогреть воду и заварить себе там с утра или в течение дня хорошую чашку эспрессо. Я ее тоже чаще всего использую именно в связке с капсулой, а не в связке с молотым кофе. Но, конечно же, это не кофеварка повседневного пользования. То есть я ей пользуюсь иногда. Что же касается вот этой кофеварки, она у меня несколько месяцев. И половину мотосезона, а мотосезон пока не станет холодно, я протаскал ее в мотоцикле с собой. И понял, что в принципе часто пользовался. То есть не просто она у меня лежала, а я часто использовал ее в мотопутешествиях. При этом она качественно сделана, ничего не поцарапалось, не облезла, ни разу не промокла. Хотя были ситуации, когда находилась в мокром кофре, дождь пошел и мотоцикл промокает. Здесь вот такая достаточно плотная резиночка, еще и попробую открыть для зарядки. Вот. И зарядка обыкновенная USB Type-C. Она здесь находится. То есть она, в принципе, себя показала хорошо даже в таких как бы экстремальных условиях. И после того, как закончился мотосезон, я просто ее взял в автомобиле и использую в автомобиле. Прекрасно помещается в перчаточный бардачок. Но в моем автомобиле и, в принципе, пробовал в разных, в большинстве случаев она помещается в перчаточный бардачок. У меня помещается кофеварка, бутылка с водой и еще там я просто бросаю какое-то количество капсул. Здесь встроенный аккумулятор, сколько чашек кофе можно на ней приготовить. Если вы просто заливаете сюда горячую воду, не подогреваете ее сразу горячей, то в принципе, я даже не смог ни разу ее до конца разрядить. Она готовит много. Ну, наверное, больше 20 порций кофе вы можете приготовить на ней, когда она просто варит кофе. Если же вы все-таки используете эту кофеварку с точки зрения подогрева воды, то вы можете приготовить вот здесь 4 точки, 4, максимум 5 порций. 5 это если чашечка маленькая, 20-25 миллилитров. Если вот так как 50 миллилитров, либо там 70, то это 4 максимум порции вы можете приготовить. И поверьте, этого более чем достаточно именно в формате, когда вы находитесь рядышком с USB-зарядкой. Именно поэтому я считаю, что это отличный вариант для автомобиля. Цвет, у меня конкретно, они есть разные цвета, отлично подходит практически для любого, скажем так, салона автомобиля. Неважно, какой он у вас. Она очень чистая, здесь не остается после нее капель кофе. Я всегда завариваю вот просто здесь, и на брюки никогда не попала ни одна капля кофе. Она очень компактная. И самое главное, за счет того, что у нее есть собственная камера нагрева, ты заранее готовиться к потреблению кофе не нужно. Просто питьевая вода, как правило, есть у каждого автомобиля. Или ее везде можно купить, или просто взять. Залили воду, закинули капсулу и, в принципе, в любой момент можете приготовить кофе. Особенно эффект вау, когда кто-то к вам присаживается в салон автомобиля, и вы говорите, приготовить тебе чашку кофе. И он говорит, так, давай куда-то заедем. Нет, прямо в автомобиле я сейчас тебе заварю. Вот, и я даже говорю чаще, что у меня в комплекте с машиной была, конечно же, это шутка. Потом рассказываю, что это не так, что просто вот такое устройство для приготовления кофе. Все, сейчас она будет варить кофе. Очень удобно, что есть звуковые сигналы, потому что они сообщают в каждый момент, что вот-вот сейчас пойдет процесс. Можно не открывать эту крышку, но лучше открывать, тогда и больше аромата, и она не задыхается, и может быть налить столько, что будет просто упираться вот в эту часть. Но если вы переживаете, то можно ее не снимать с кофеварки, и она тоже приготовит. Процесс приготовления завершился. Практически можно дождаться, пока она выключится сама, но для того, чтобы экономить заряд, я выключаю самостоятельно. Вот, смотрите, приготовил чашку кофе, нажимаю, еще точка горит, то есть еще одну чашку кофе я приготовлю с одним остатком. Я специально ее разряжал для того, чтобы показать вам, что вот с одной такой точкой я могу приготовить точно одну чашку кофе, а то и две. Что еще хочу сказать? Я уже много капсул приготовил с использованием этой кофеварки, и ни разу не было такой истории, чтобы я сварил кофе, и вдруг капсула не пробилась. Такое бывает иногда в домашних бытовых кофеварках, но здесь ни разу с этим не столкнулся. Может быть, я хорошие капсулы использую, я допускаю, хотя я использовал разные, и были капсулы, которые прям плохо продавливались, то есть и при этом все равно кофеварка, эту капсулу хорошо сварила, проблем никаких не было. Вот, поэтому это тоже считаю плюс. Думаю, что здесь просто хватает мощности для того, чтобы пробить любую капсулу. Что касается готового напитка. Это отличный кофе эспрессо. Не самый лучший аромат, потому что эта капсула Неспрессо оригинальная, она слегка пережарена. То есть для меня это темный кофе.
Но самое главное, что он получается горячий. То есть этот кофе всегда достаточно горячий. То есть вы можете прям согреться этой чашкой кофе. Вернусь к обсуждению того, что ее удобно использовать рядышком с USB-зарядкой. Я даже не замечаю, когда, ну, то есть проблему такую, что типа вот она у меня разряжена. Я попил кофе, просто поставил ее на провод, бросил где-то в автомобиле, катаюсь, и она заряжается. Такого, чтобы она полностью разрядилась, чтобы я взял кофеварку, а выпить кофе не могу, потому что она разряжена. С такой ситуацией я не сталкивался. Хотя я часто угощаю там людей, которые ко мне садятся в машину. Ну, все знают, что я занимаюсь кофе. Конечно, и для них это настоящее такое удивление. Вот, поэтому, на мой взгляд, это отличный автовариант. Нету никакого рожка. Она не занимает постоянное место у вас в салоне. Вы пользуетесь тогда, когда вам нужно. Есть у нее, конечно же, и недостатки. Какой недостаток, на мой взгляд? Но цена на оригинальном сайте, ссылочку на сайт я оставлю, порядка 130, по-моему, $139. И я пытался пересчитать, сколько бы это стоило у нас, если вот просто привезти официально, то это было бы больше $200. Пересчитывайте свои национальные валюты, потому что, ну, говорю в долларах, потому что это зарубежное устройство. То есть больше $200. И, на мой взгляд, для компактной кофеварки это высокая цена. Но если это скажем так, приспособление или автодевайс, слово, которое мне не очень нравится, но оно просто вот на языке вертится, то, в принципе, на мой взгляд, цена адекватная. Потому что в автомобиле все стоит недешево. Что не возьми, там, любую какую-то деталь покупаешь, это может столько стоить. А эта штука прослужит долго. Кстати, что хочу сказать. Несколько месяцев пользуюсь, но я не считал, но, наверное, уже больше 3 месяцев. Заряд аккумулятора не стал хуже. То есть она вот как делала 4-5 порций, так и делает 4-5 порций, потому что после прошлого выпуска я начал ее использовать чаще и чаще именно в формате подогрева воды. То есть и в таком формате она мне очень даже хорошо зашла. Значит, что, наверное, еще... Ну, то есть кроме цены я других минусов у нее не нашел. Есть аналоги этой кофеварки от других брендов, от других компаний. Я одну такую держал в руке, и мне не понравилось, как она изготовлена внешне. Но, ну, то есть все выглядит очень дешево, но при этом цена там была в 2 раза ниже. Может быть, стоит ее рассматривать. Я постараюсь для вас раздобыть, если вам такие выпуски интересны, и если вообще интересен формат, вот как автокофеварка. Пишите обязательно в комментариях. Давайте насоберем какое-то количество комментариев на тему того, что сделай выпуск вот более дешевый, потому что просто для меня это затраты. Я тогда куплю такую кофеварку и постараюсь их между собой сравнить, потому что вот этот вариант мне прям зашел. То есть есть аналоги, есть дешевле. Мне пока не понравилось, как они выглядят внешне. Но, возможно, они хорошо варят кофе. Кстати, скажу, что в комплекте есть вот подставка, скажем так, устройство для капсулы. И есть вот такая корзиночка для молотого кофе. Крайне редко я пользуюсь, но если мне хочется молотый кофе, то я засыпал, 200 грамм помещается, стромбовал, закрыл и приготовил одну порцию. После этого это нужно просто мыть там, где есть доступ к раковине и большому количеству воды, иначе это просто не очень аккуратно получается. Как же я ухаживаю за этой кофеваркой в автомобиле? Скажу так, раз в неделю я кофеварку забираю и промываю там, где есть нормальный кран. Промываю хорошенько, все споласкиваю, но пью я кофе несколько раз в день, иногда из нее, если нахожусь, особенно там в движении, целый день нахожусь в поездках. В большинстве случаев я беру просто вот сюда, наливаю в камеру чистую воду, ну, миллилитров 20, нажимаю на подогрев, не снимая, кстати, даже зарядки, она нагревается, проливает воду, то есть, естественно, вытаскиваю сначала капсулу, и я ее использую именно с капсулы, и я вытаскиваю капсулу, она вот так вот вытаскивается, это очень просто делается, сняли, капсулу вытащили. Сама капсула, как правило, с нее кофе не капает. Ну, пару капелек, может быть, использую влажную салфетку для этого. То есть вытаскиваю капсулу, пролил водичку, нагрел водичку и промыл стаканчик, сполоснул. Просто чистая вода в любом месте на травку можно вылить. Все. Есть у меня еще специальная салфеточка вот здесь для кофеварки. Вот такая вот у меня, видите, она вся у меня в кофе уже, вся в кофе, не очень красивая. Я тоже иногда и протираю эту кофеварку этой салфеткой, потому что влажные салфетки часто имеют какой-то там посторонний запах. В принципе, это и весь уход. То есть по-хорошему ею можно пользоваться вообще в автомобиле. Никогда из автомобиля ее не забирать. Но я там забираю для того, чтобы сполоснуть, для того, чтобы она была, ну, чуть-чуть более чистой. И все. Заряжается всегда в машине. То есть дополнительной зарядки нет необходимости. Какая мощность USB зарядки, неважно. Здесь USB, USB Type-C провод. То есть мощность не важна, она все равно заряжается в своем ритме. Заряжается достаточно долго, где-то 1,5 часа.
если вы полностью ее разрядили. Но если вам нужно ее подзарядить для того, чтобы выпить чашку кофе, это 15-20 минут. Но еще зависит от того, как бы, с какой скоростью вы ездите. Мне по ощущениям, когда по городу езжу, чуть медленнее занимается, заряжается на трассе чуть-чуть быстрее, либо просто время быстрее проходит, не знаю. Вот, но это вообще не проблема. Когда вы пользуетесь в автомобиле, это вообще не проблема. Для тех, кто любит там добавлять молоко, пожалуйста, добавляйте себе молоко, хотя я не думаю, что в дороге это хороший вариант. Если там вы любите сахар, добавляйте себе сахар. То есть это, в принципе, все сегодня можно в компактном формате иметь и использовать. Наверное, это все, что я хотел рассказать. Если чего-то вдруг я забыл или вспомню, то обязательно сниму дополнительный выпуск. Если вам будет интересно, буду пользоваться и дальше, и посмотреть, как будет работать аккумулятор, то буду дальше ее снимать. Пишите любые вопросы, все, что вам интересно. Я по-прежнему уверен, что это отличный вариант кофеварки, но один из лучших точно на сегодняшний день на рынке для автомобиля или автопутешествий, или просто повседневного использования автомобиля или мотопутешествий. Давайте какие идеи еще? Может быть, там на снегоходах, либо где-то еще использовать можно такую штуку, то есть в каких условиях ее можно использовать. Наверное, это все, что связано с мореплаванием. Ну, в общем, пофантазируем. Давайте вместе, пишите в комментариях. Пока-пока, скоро увидимся.